Наш партнер – интернет-магазин joyspec.ru. Широкий выбор автомобильных JDM аксессуаров и тюнинга в наличии. Доставка по всей России. Ссылка в описании. Всем привет! Период, да, у меня сейчас машин, которые давно просили в комментариях. А я даже очень рад сам, что очень удачный попался экземпляр Pajero второго поколения. Второе поколение — это самое правильное, многие считают, особенно те, кто любит прям жестко где-нибудь попреодолевать. Но у меня сегодня в видео будет все-таки не сильно преодолительная комплектация. Я ее хотел бы посмотреть больше с точки зрения салона. А вообще, если так сказать, комплектаций у Pajero второго поколения очень много. Они и коротенькие, они и длинные. Mid-roof, там, high-roof, лонг, не лонг, очень много всяких разных. Но, конечно же, максимальные, самые жирненькие, это Exceed и Super Exceed. Ну, Super Exceed, если совсем уж прям такой супер-пресупер Exceed, это, конечно, уже совсем поздние варианты Pajero такого, и уже с 3,5-литровым бензиновым двигателем. Это, ну, такие вот действительно прям хрен где найдешь такие вариации. У нас более такой классический, дизельный все-таки автомобиль, 92 год. Я уверен, что вот любой был бы рад такую приобрести, особенно если учесть, что он ничем не хуже крузеров раскрученных, сурфов и прочего. Более того, даже у Mitsubishi есть своя особенная система полного привода, а стоят они зачастую дешевле, чем аналоги от других производителей, ну, наверное, только потому, что народ не сильно в них как бы шарит и соответственно, думает, что это, ну, такие не очень надежные ломучие вещи. А на самом деле, если углубиться, набраться информации, почитать литературу, порешать какие-то вопросы, автомобиль будет радовать. И сегодня я попытаюсь вам это доказать. Начнем с того, что это тоже рамный автомобиль. Большой рамный автомобиль, хотя, конечно, крузер, я бы сказал, маленько пошире. Этот скорее с Прадо где-то габаритами, вот всей базой. Он тоже весь из себя брутальный. Более того, вот такие вещи, они даже бывают штатными в некоторых комплектациях. Но вот здесь у нас не штатная, штатная она была маленечко чуточку поуже. Но, тем не менее, они бывают даже штатные такие вещи. Действительно нормальный внедорожник, но только потому, что низкая популярность модели, он стоит зачастую дешевле. То есть на продаже сейчас стоят они даже меньше 300 есть. Ну, это, правда, за коротенькие версии. Там 400 тысяч. То есть крузер с такими же характеристиками и с такой же жирностью салона вы ни за что за такие деньги не приобретете. Двигатель у меня, ребят, в этой машине такой, который чаще всего критикуют. Самый, наверное, критикуемый двигатель у Mitsubishi. Вот, ну, по крайней мере, из дизелей-то точно. 4D56, 56-й двигатель у всех прямо сразу вызывает почему-то какие-то негативные ассоциации. А я всегда говорю, что дело не в каких-то конструктивных просчетах, потому что на самом деле, если покопаться, дизель этот совершенно неплохой. Просто машины зачастую у людей не ухоженные. Люди руководствуются какими-то своими умозаключениями, основанными, я не знаю, на советских тракторах там. И, соответственно, запускают эти двигатели, у них все там, что-то исправно, что-то неисправно, и потом говорят, что автомобиль ненадежный, плохой и так далее. Вариантов такого двигателя существует 3.
86, 105 и 115 лошадиных сил. Но, опять же, у дизельного мотора это не сильно важно. Гораздо важнее, что даже при этих 105 лошадиных силах у нас все равно 250 ньютон крутящего момента. Самое главное, на 2000. Вот от этого, я думаю, все балдеют. Но, конечно же, разгон до 100, естественно, никакой. Мерить его, естественно, я не буду. Я вам всегда говорил и говорить буду, что дизельный мотор для того, чтобы тянуть, а не для того, чтобы разгоняться. Первый и самый главный минус, ну, по крайней мере, который везде у всех на слуху, это то, что двигатель термонагружен. У него образуются трещины в головке, ну, в общем, плохо он себя ведет. Это правда, да, это действительно термонагруженный двигатель. Впуск и выпуск у него расположены с одной стороны. Все очень-очень сильно этот мотор греет, но, опять же, предусмотрены и меры в пользу охлаждения дополнительного. Вот у нас, например, версия этого двигателя с интеркулером. Это уже плюс. На интеркулере есть свой маленький вентилятор. Нужно, чтобы он был исправным. Первичная, на тот момент еще не сильно развитая система EGR, да? Ну, отработанные газы отводятся. Я посмотрел, по крайней мере, у хёндаевской вариации такого двигателя, да? Они есть хёндаевские. То есть, абсолютно такой же конструктивно двигатель, как митсубисевский, только с шильдиками Hyundai Kia, да, соответственно. К турбине подведено охлаждение жидкостное, прямо трубочка с антифризом. Здесь я пощупал, что-то я этой трубочки найти не могу. Походу, в этой вариации ее что-то нету, я вот как не лазил, но почему-то что-то я ее не углядываю. То есть я здесь углядываю обыкновенную вот штатную подводку масла, но не углядываю снизу еще одного шланчика. Ну, впрочем, и бог с ним. Другая часто встречающаяся проблема, он начинает течь и течет в любой момент времени откуда-нибудь. То есть ты обнаруживаешь течь, например, из-под клапанной крышки, меняешь прокладку, он перестает течь там и начинает течь, например, через сальник распредвала. И постоянно откуда-нибудь течет. Но это так пишут. А я сейчас вижу этот двигатель вживую, машина 92 год, напомню, и он почему-то чистый. И причем он не мытый. Я же вижу, что он не мытый, потому что он пыльный. А чистый, потеков масла не видать. Ну вот как-то так. То есть, может быть, все дело не в самом моторе, да, а в том, что, может быть, когда-то нужно взять и поменять прокладки разом, а не дожидаться, когда это все пернет. Ну, там, это там полилось, тут полилось. Не знаю, многие люди почему-то к дизелям относятся так, что это просто такая какая-то непонятный такой агрегат, который должен просто всю жизнь работать, и в него никак не надо лазить и никак о нем заботиться. А это все-таки не так. Очевиден сразу зимний пакет, да, 2 аккумулятора сразу присутствует. Классный плюс. За такой комплектацией гоняться прямо надо, да, ее надо подыскивать. Естественно, изобретена давным-давно Webasto, но она и стоит до хренаста. Поэтому зимний пакет — это всегда хорошо. Еще один часто встречающийся и часто обсуждаемый минус, вот я вам сейчас покажу. Шумный, вибрирующий. Да, это такое дело. Но опять же, это все-таки дизель. Митсубисевский дизель с балансирными валами, которые в частности у нашего двигателя удалены. Вот эта вещь такая двоякая, знаете ли. Кстати, правда, что-то трясется офигеть, видимо, уже остыл. Погодите-ка, я, кажется, знаю, это кенгурин шумит. Тише? Вот так же вроде тише, ну-ка. Ну да, это вон дребезжит. То есть есть мнение, что удаленные балансирные валы, с одной стороны, уберегают мотор от такого происшествия, когда рвутся их ремни и, ну, неприятности с ГРМ, соответственно, но зато появляется риск другой неисправности, что вплоть до что-то там, что у них чуть ли не коленвал может переломиться, потому что я не знаю. Ну вот это вот уже каждый решает сам, я считаю, делать эту процедуру или нет. Ну вот, пожалуйста, опять же, налицо вам машина, у которой эти валы удалены, балансирные, и все с ним нормально. Даже вот ездят на высоких оборотах, на разных, ничего с коленвалом не случается, поэтому мне кажется, это немножко надуманная проблема. Как я обычно говорю про расход, это уже у каждого по-своему получается, кто как нажимает на педаль. Но в целом где-то литров 15 будет потреблять, как минимум 15.
Ну, опять же, вот в условиях, наших условиях все более дорожающего топлива, уже дизель не начинает казаться таким выгодным. Впрочем, я вам скажу, здесь бензиновые двигатели все-таки больше объемные, 3 литра и 3,5 литра. Я думаю, они тоже бензин не нюхают, а очень даже ведрами пьют. Бензиновый двигатель есть вариант поставить на газ, а с дизелем есть вариант найти какие-нибудь мутные способы, где можно солярочку халявную раздобыть. Ну что, ребят, салончик. Вот что самое важное. Вот что самое здесь важное. Итак, комплектация Exit. Да, я даже шапочку сниму. В дизельках всегда тепло, даже вот она у нас сколько стояла заглушенная, а все равно в ней тепленько. Итак, значит, есть самый жир-прижир, это Super Exit, как я уже сказал. А есть просто Exit, так вот у нас вот как раз такой. Напишите мне в комментариях, слышно было на записи, как он тарахтит. Ну вот на холостых. Мне как бы так нормально слышно, так весомо. Но мне просто интересно, микрофон запишет, нет? Если бы это был бы Super Exit, прям жир-прижир, первое, что мы бы увидели, это отделочку под дерево вот этих пластиковых элементов. Ну, ребят, там вот эта отделочка красненько-желтенько, непонятно каким странным таким цветом, под непонятно какую породу дерева, поэтому я считаю, что это не сильно важно. Это можно даже сейчас лучше сделать аквапринтом, под современное что-то даже такое приятненькое. Кожаное, все кожаное, да, сиденье, руль. Вот этот поручень, он тоже имеет кожаную обертку и даже с выштамповочкой Паджеро. Ну, климат-контроль, опять же, не крутилками, кнопочками. Приборы присутствуют уже в стоке. Приборы я, честно говоря, не сильно так вот считаю очень нужной вещью. Хотя кренометр, наверное, нужен. Да, конечно, я должен знать, на какой градус накренилась моя машина в данный момент. Компас. Температура за бортом. Вот это важно. Хотя что-то, кстати, показывает минус, как по мне. Что-то по ощущениям холоднее однозначно. Но альтиметр вот уж точно считаю непонятной какой-то мутной фигней. Потому что, ну вот, я не могу себе представить, для какой цели мне знать, на какой высоте от уровня моря я сейчас нахожусь. То есть это же еще и калибровать каким-то образом надо. Не знаю. Пишите опять же в комментариях, если кто знает, для какой цели это может понадобиться. Я не знаю, даже если я поехал в лес на рыбалку, где я встречусь с ситуацией, где мне эта информация будет важна. По приборке, что сказать. Сразу вижу, что у нас регулируемая подвеска с 3 режимами. Сразу вижу, что можно сделать различные режимы полного привода. К нему мы попозже подойдем. Просто я люблю, когда вот эти режимы обозначаются, чтобы прям колесики там были нарисованы, чтобы это все квадратики закрашивалось. Это вот так вот. Сделаю, опять же, отметку на подлокотниках. Видите, да, есть обыкновенный маленький подлокотник, который, по сути, еще и бардачок, да? Но есть-то же и нормальные подлокотники под руки. Вот почему так не сделать было в новом Форчунере, да, или в новом Хайлюксе, вот про который у меня тоже есть видео. В 90-е годы была мысль о каком-то комфорте. В 2018-м уже забыли? Вообще, да, более того, они еще даже регулируются даже, вот. А, нет, по-моему, вот это не очень исправно. Ну ладно, это дело житейское. Видали? Как на фурах. Сиденье с амортизацией такой. Там у нас, значит, есть регулируемая, причем пружина. И то есть можно это сделать пожестче сидушку, а можно помягче. Прямо вот ее я могу сразу нащупать. Такую шайбу крутильную, которая зажимает пружину или расслабляет. И причем это, кстати, даже второе пассажирское тоже с такой штукой. Получается, регулировки механические, то есть я так тяну. Подогревы сидений зато присутствуют, то есть еще один люксовый признак. В этой комплектации подогревы сидений только напереди, но бывает, что даже и на задних сиденьях. Впрочем, задним сиденьям свои плюсы есть. Климат-контроль и печка, они двойные, то есть одна наперед, одна назад.
И причем это все регулируется тоже отдельно. Здесь даже есть отдельный пульт. Грамотно. Классика, люкс, классический такой. Люксовость из 90-х. В более поздних вариациях существуют подушки безопасности. То есть как водительская, так и пассажирская. Но, опять же, стоит помнить, что машина из 90-х, тогда это еще не сильно было распространено, ну, чтобы было много подушек безопасности. Подушки безопасности, я не знаю, у вас рамная тачка, это тем, кто в вас врежется, нужны подушки безопасности, я бы сказал. Давайте багажник посмотрим. Во-первых, самый главный плюс это то, что у нас распашная дверь, не поднимающаяся наверх. Багажник большой, пока здесь нет третьего ряда сидений. Вот его потому и нет. То есть здесь должно было бы быть два также сиденья третьего ряда. Их сейчас убрали, и сразу мы имеем человеческий багажник, какой должен быть в большом внедорожнике. Если их поставить, как опять же вы видели в видео про новый Fortuner, там тоже такая же проблема. Если стоят, разложен третий ряд сидений, багажничек вот такусечки. Убрали третий ряд сидений, багажник огроменный, все красиво, все просторно, замечательно. Как вариант еще можно сложить, конечно, задний ряд сидений. Есть редкие комплектации с поворотными сиденьями. В жизни не встречал, я такой только в каталоге нашел. Ну да, как бы в списке присутствует, но черт его знает. И у заднего ряда сидений есть даже тоже свои подлокотнички, которые, когда сиденья не сложены, не разложены никак, они выглядят прямо как часть сиденья, то есть прямо от стены до стены. Можно сесть там втроем спокойно, потому что есть еще широкие подлокотники, которые по сути тоже часть сиденья. Ну вот, что говорить. Вот они, видите, вот. Просторные такие большие подлокотники. То есть натурально 3 человека. Вот, раз. Третий туда не залезет, потому что я немножко наклонил спинку. Но видите, да, третьему тоже есть место. Особенно если, ну так, компактненько. Но, ребят, существенным минусом можно назвать то, что, сидя на заднем сиденье, ты его не отодвинешь, не придвинешь. То есть, чтобы его отрегулировать, нужно будет выйти, выставить себе как надо, а потом уже сидеть и ездить. Полностью защелкнуть и полностью свернуть, сложить в кучку заднее сиденье можно тоже при учете, что переднее сиденье не сильно выдвинуто назад. То есть, иначе фиксатор не защелкнется. В дальних поездках очень, я думаю, будет прикольно. Единственное, совсем гладенько разложиться мешает арка, то есть получается подлокотник так положить не получится. Годно. Кстати, обращу внимание тоже, почему-то есть рукоятки, чтобы забираться для заднего пассажира, а вот водителю и переднему пассажиру таких рукояток не сделали. Получается, что водитель за руль будет держаться, запрыгивать, а передний пассажир как получится. Никакого особенного оснащения здесь нет. Тут как бы у нас это доступ к кондиционеру, к отопителю. Кстати, печечка дует. Есть розетка, в смысле прикуриватель дополнительный. Окошко, вот, к сожалению, не укатывается никуда. На двери у нас есть емкость под ключики. Окошечко под омывайку, да, именно конкретно заднего стекла, да, и там даже свой дворник. Вот как я считаю, вот это всегда американская тема, чтобы можно было выбраться из багажника. Есть еще ручечка для открытия вот этой задней двери изнутри. Может быть, в случае аварии, там, ДТП какой-то, тут требования к безопасности, скорее всего, какие-то были. Запаска располагается все-таки на двери. На двери, а не под брюхом машины, не там. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Как по мне, это, во-первых, более прикольно смотрится, а во-вторых, не мешает, когда ты начинаешь что-то там преодолевать. Здоровый такой. Всегда люблю квадратность в больших машинах, поскольку классно чувствуешь габариты. Давайте поговорим про полный привод, про тот самый знаменитый Super Select у Mitsubishi, вот прямо которым все гордятся, все рады, хвастаются и прочее. То есть у нас свои, так скажем, свои режимы полного привода, не так вот, как, например, у Toyota и все. То есть для начала мы едем, мы можем ехать
на заднем приводе, абсолютно полностью только на заднем приводе. То есть, ну, как в обыкновенном парт-тайме, да? Буквально прямо так же вот едучи, причем до 100 км в час скорость может быть, мы можем включить полный привод. Во время того, как включен полный привод, но не включен межосевой дифференциал, все равно есть еще мягкая, так называемая мягкая блокировка вискомуфтой. А вот если уже нам понадобится включить уже жесткую блокировку межосевую, тогда нужно уже остановиться, жесткую блокировку включить и быть полным красавчиком. И, ну, еще, естественно, есть режим, когда есть понижающая передача. Межколесные блокировки, они опциональны, они очень опциональны. Смысла ставить механические хабы на полностью исправный суперселект, по сути, нет. Почему обычно ставят механические хабы, да? Чтобы неисправный этот суперселект не жрал лишнее топливо, не зря не крутились там вот все механизмы и прочее. А если у вас и так исправный суперселект, то пока вы не подключили передний привод, да, у вас и так колеса крутятся только на приводах, на подшипниках, то есть кардан не крутится. Берет вообще включается пневматикой, ну скажите, круто. Ну, явно лучше, чем нырять в грязь, там, подключать ручные хабы. Странно, наверное, держать неисправным какую-то систему в твоей машине, если она хорошая. Вот это вот как раз жестенькое место. Опля. Опля. Тихо, 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 тихо. О. Ой, я даже немножко задиагоналился, по-моему. Там вот с той стороны скользкая горка, вот в нее мы попробуем въехать с места, то есть без разгона, не ходом. Я сегодня не буду эту тачку никуда засаживать, поскольку у меня нет машины-спасателя, который меня вытащит, если что. Потому что межколесных блокировок нету, и, соответственно, может случиться такая же тема, как когда я снимал 80-й крузер. То есть из-за того, что не было межколесной блокировки, мы, соответственно, никуда не смогли выгрести. И пришлось откапываться. Откапываться сейчас очень не хочу. Режимы подвески вот эти, они действительно чувствуются. Если бы у нас стояли здесь эти амортизаторы, которые, ну, регулируемые. В наше время очень редко у кого они остаются в наличии, поскольку стоимость этих амортизаторов, 4 обычных амортизатора будут стоить как один регулируемый. В этой машине, в частности, вся проводка, в общем, все остальные элементы этой подвески сохранены. То есть, если мы приобретаем такие амортизаторы, устанавливаем, и все начинает работать. Как известно, Паджеро можно лифтануть, да, естественно, до 35-х колес аж можно довести. Зачастую лифтуют немножечко, то есть, либо действуют таким путем посложнее, то есть, устанавливают проставки под пружины, приподнимают, накручивают торсионы, амортизаторы приподнимают так, чтобы, ну, насколько шпильки хватает, ну, там, с проставочкой прикручивают, либо действуют даже еще проще. Просто ставят более толстые вот эти подушки, прокладки между рамой и кузовом, то есть приподнимают дорожный просвет, просто приподнимая, по сути, кузов. Ну вот их, конечно, вот спереди там не видно будет, но вот здесь, допустим, ее видать, вот одну вот из этих подушек, то есть вот она, ну вот поставили, допустим, в 2 раза толще, ну и, соответственно, вот насколько толще поставили подушку, настолько приподняли кузов над рамой. Кстати, увы, у Паджеро бывает нехило ржавеет рама. Но это, правда, обычно бывает где-нибудь в Питере, но не у нас в Сибири. О, у меня, кстати, кривометр заработал. Я вот сейчас под уклоном 20 градусов сейчас еду. Короче, горочку мы будем преодолевать. Получается, что, будем просто, наверное, полным приводом, да, наверное, преодолевать. Вон он замигал. Без понижайки, короче, здесь не так все страшно. Поехали. С места, не с разгону. Во! О! О! Вот так вот всего-то надо было маленечко, ну так, сместиться с кучки. Во! Нормально. Вползли. По-моему, даже, я бы сказал, слишком изи вползли. По поводу взбираться, да, вот этого всего достаточно. Но я просто всегда вспоминаю, какой беспомощной становится любой внедорожник, вот потому что нету межколесного. Закопался, блин, и до свидания, вот и ройся.
Еще вот, особенно если это не грязь, а снег, ты такой едешь, пока ты едешь, вроде все нормально. Остановился и погружаешься, такой, все, погружаешься в эту снежную кашу. Вот она. Вон, видишь, туда уже кто-то въезжал. Так, ребят, ну что, я включил все, что можно. Все, что можно, включил. Гора впереди. Едем! Бля, шутка была. Ну, день с Mitsubishi Pajero 2 подходит к концу. Впечатление он, конечно же, тоже приносит. Про внедорожную составляющую любого внедорожника, по сути, сложно обсуждать и сравнивать, ну, именно с другими какими-то такими типа одноклассниками, потому что внедорожность, проходимость очень сильно зависит от резины, очень сильно зависит от умелости человека. Сами знаете, вы же вполне справедливо на меня какашки кидаете в комментариях, что из меня внедорожник тот еще. Опять же, я хочу вам сказать, что внедорожники 90-х и внедорожники нынешние, это серьезно. Вот сейчас я могу на все 100% сказать, это небо и земля, абсолютно разное все. Школа изменилась, школа конструирования и вообще постройки автомобилей изменилась кардинально. Вот эти машины, это реально танки. Нынешние уже танками как-то называешь их с натяжками, ну даже если, скорее всего, вообще не назовешь. В частности, Mitsubishi многие считают не очень такой маркой, знаете, ходовой. А я всегда вспоминаю о том, что Mitsubishi это огромный концерн в Японии. Mitsubishi занимается от самолетов там до подводных лодок, бог знает чем. И, наверное, у них специалисты тоже неплохие. Подписывайтесь на канал, делайте репосты в соцсети, все ссылки есть в описании. Самое главное из них на мой инстаграм. Всем пока!